Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Давно мы с вами не мастерили. Сегодня мы сделаем с вами кролика в технике оригами, совмещенной с техникой объемное торцевание, а также объемные шарики. Будем делать вот таких замечательных кроликов. Можно сделать без хвостика, но можно сделать с хвостиком. Этот пушистый хвостик придаст пикантности нашему кролику. Вот такой замечательный хвостик мы получаем, скатывая салфетку. Хвостики могут быть разного цвета. Итак, приступаем. Материалы, которые нам понадобятся, это бумажные салфетки, цвета в ассортименте. Можно обойтись и белыми салфетками. Это цветная бумага для оригами. Здесь у меня сразу идет формат квадрат, но мы с вами много раз изготавливали квадрат. Я вам показывала, как из прямоугольника сделать квадрат. Выбираем цвет для нашего будущего кролика. Также нам понадобится степлер для хвостика, скрепка для того, чтобы склеить основную часть кролика, клей ПВА, ножницы, приступаем к складыванию большого кролика. Квадрат мы складываем пополам, потом каждую сторону мы ведем к середине. Хорошо проглаживаем. Далее вкладываем уголочек к центру, второй уголочек. Переворачиваем фигуру и загибаем вот таким образом треугольник. Далее мы открываем кармашки и раскрываем их, как я вам показываю. Это будущая голова кролика с ушками. Здесь мы делаем такой защипчик. Сначала уголочки выравниваете, а потом сводите к центру. Складываем фигуру пополам. Вновь расправляем фигуру. Приподнимаем таким образом треугольники к центру. То же самое проделываем с другой стороны. Складываем фигуру. Теперь следите за моими движениями, не торопитесь здесь. Нам нужно, чтобы вот этот уголочек попал под голову нашего будущего зайки. Здесь мы чуть-чуть загибаем, чтобы получилась симпатичная мордашка у кролика или у зайчика. И складываем так. Здесь подводим границы ушек и складываем нашу заготовку пополам. А далее вот это вот расстояние играет большую роль, как у нас будет зайчик сидеть. Зайчик или кролик. Делаем не до конца сгибы.
можете остановить видео, чтобы посмотреть подробнее, как я это сделала. Ну и заводим таким образом, формируя ножку кролика. И загибаем вовнутрь, чтобы форма держалась. Вот для хвостика тоже форму делаем, чтобы был некий объем у зайчика или у кролика. А далее у нас нужно свести либо скрепкой, либо сразу сажать на клей. Но скрепкой мы придержим, конечно, это место, чтобы клей высох. И после снимем скрепку. Зайчик наш сформирован. Теперь делаем хвостик способом объемное торцевание. Я уже не раз показывала этот способ на своем канале. Нам нужна часть салфетки. Складываем ее в маленький квадратик. По центру сцепляем степлером. И обрезаем, чтобы получился кружочек. Далее, чтобы получился более пушистый хвостик, мы делаем надрезы, как у одуванчика. И распушаем хвостик. Приминаем, придавая форму полусферы. И далее приклеиваем на место. У зайки расправляем ушки. Сами решайте, зайка у вас это или кролик. Теперь я вам покажу, как я делаю маленький хвостик. Из остатков салфетки я просто их скатываю. Можно капнуть клея, чтобы был более прочный хвостик. Теперь приступаем к изготовлению маленького кролика. Все делаем так же, как в случае с большим кроликом. Просто все более усложняется тем, что это маленький кролик. Как говорится, повторение – мать учения. Следите за тем, чтобы все было симметрично в вашей сложной фигуре. Когда я в первый раз складывала этого кролика, он мне показался очень сложным. Но по факту, приноровившись, я сделала сразу же штук 7 таких кроликов. И руки мои запомнили, как его делать. Теперь точно так же скрепляем в центре нашего кролика. Придаем ушкам форму. И теперь осталось приклеить маленький хвостик. Вот и кролик готов. Можно такого подарить в подарок, сделать огромного кролика из целого листа ватмана и поставить для украшения в интерьер,
Можно его подсветить изнутри. В общем, фантазируйте. До новых встреч, друзья, на канале Творческая студия Елены Тюриной.